Доброе утро, друзья мои! Сегодня мы с вами отправляемся в башкирскую семью, которая живет в Оренбургской области. Посмотрим, как здесь живут башкиры, приготовим национальные блюда и прекрасно проведем время. Вы берете хорошее настроение, я беру вас с собой и в путь, друзья мои! Сегодня мы с вами отправляемся в Медногорск. Посмотрим, как тут живут башкиры. Доброе утро! Доброе утро! Вы меня уже ждете? Конечно, заждались. Козы ругаются. Нас уже с улицы встречают. Да, они очень приставучие. Все козы? Да. Меня зовут Диляра. Меня зовут Эльвира. Рада с вами познакомиться. Ой-ой-ой. Это я вам с Казани гостинцы привезла. Рахмет. Так, Да, здесь у нас татарские баурсаки, казаоки, шоколады. Пойдем, Рахмет. Мне Диляра сказала, мясо строго-настрого не приноси. Она сказала, мясо не вздумай принести нам, мясо полно. Нубийские. Нубийские? Это вот ушастая, красивая порода коз нубийские. Да. Так, давайте я тогда Это вы все в дом. Здесь тоже тортик чая. Ой, Ой, Аллатугуль Рахмат. знаете, такой секрет. Козы без меня не гуляют от слова совсем. Вы Вот даже помощник. Да, если даже помощник выводит, и если я зайду, они встают и орут. У нее лошадь во дворе. Да, только Видите, лошадь во дворе стоит. Это сразу понятно, к башкирам приехали. Или как? Или к башкирам. лучше не подходить, вообще добрая. Ага. Финик, куда пошел? Финик, иди сюда. Финик. Ой, да. Коля, смотри, сейчас пойду. Ой, какие вы. А чё они все такие? Вы так животных любите, да? Я ветеринарный врач. Вы ветврач? Да, и почему-то вот я не знаю, да. Иди такой. Сначала в Норильск поехали, поработали. Вот, там сколько мы, 10-11 лет прожили. Потом мы перевернулись уже сюда. Хотелось жить на земле, хотелось лошадь. Всю жизнь хотела лошадь. Да? Да. Но первую, конечно, я пони завела. Где у нас Агата? Видите, какое болото у нас случилось? Это погодные условия. Вот. Вот эта поняшка у нас Агата. В репье вся. Вот. Это сивка-бурка. Сивка-бурка какой породы? Она донская. Донская? Да. Лошадь упитанная. И вообще весь скот у вас упитанный. Тьфу-тьфу-тьфу, не сгладить. Любо дорого смотреть. Вы по национальности башкир. Я башкирка, да. Вообще мы родом из отсюда, с Медногорска. То есть это вот мой родной дом. Все, в этот дом мы переехали, когда мне было 13 лет. С мужем уехали в Норильск. И пожили там, поработали, как все. А когда ляльку родили, уже вернулись обратно домой, да? Да, потому что хотелось жить на земле. Понятно, там деньги, заработки, конечно. Жизнь неплохая, но все-таки тянула всегда домой. Люди, кто-то вот там в Питер, кто-то в Уфу. А я прям хотела, чтобы я жила здесь, в Медногорске. Вы сивка-бурке прическу сделали? Это дети приходят на выходные, вот, ухаживают, чешут их, заплетают косы. То есть, не у всех же есть возможность с лошадью общаться, тем более в нашем маленьком городе. Это вообще большая редкость. Дорогие лошади у вас? Достаточно, да. Когда вы покупали? Я покупала... В общем, муж мне ее купил на 40 лет. Это муж сделал вам подарок? Да, я мечтала. Держи коня, любимая, на день рождения, да? Да, я потому что всегда мечтала, и он как-то вот согласился со мной. И когда мне исполнилось 40 лет, как раз мы поехали, вот долго ее искали, в Солилецке мы ее нашли. У казахов? За Оренбургом. Нет, кстати, татарская семья была. Да? Вот они нам ее продали. Она оказалась сюрпризом, приехала и родила нам же ребенка. Сивка-бурка у вас девочка, что ли? Да. Я думала, мальчик А сивка-бурка. я не знаю, почему ее так назвали. А я ее Сивой называю. Я думала, вот эта сивка-бурка с косичками стоит. Меня приодели, и мы отправляемся доить коз. Это что такое? Это кто такой, Мейн-кун, что ли? У вас большое количество собак. Вы где их вообще берете? Это для поддержания штанов, можно сказать. Раньше по выставкам ездила. Каких-нибудь щенков мы продаем. Откуда у вас появился Мейн-кун? Хотели усыпить.
И вы его себе оставили, да? Ну, оставила. Да. Смотрите, какой красивый. Девочка, да? Да, девочка. Проходим с вами в сарай. Мне надо было подоить всех, одну оставить. А это волонтеры приперли, и вот он у меня пока живет с мамкой. Красивый. Так, стоять. Сейчас мы... Вымя мы протерли. Да. И теперь присаживайтесь. Так сразу? Да. А что А вы меня ждать? научите? А куда поставить стул? И немножко сдавливаешь. Как давно вы сюда вернулись? Ну вот получается 6 лет, наверное, будет. Да? 5-6. А сколько литров коза молока дает одна? Ну, нубийские козы много не дают молока. Не дает, да? Да. Зато молоко у них вкусное. А что делаете из молока? Из молока делаем сыр, сметану, творог для себя. Ну, то есть козий кумыс иногда делаем. Реализуем молоко. Молоко берут деткам. Да. Почем продаете? Сколько стоит литр козьего молока? У нас стоит 150 рублей литр. Берут в основном деткам. Вот, и я в приоритете, конечно, деткам никогда не отказываю. Если там бывают искусственники, бывают детки прям совсем маленькие, да, там аллергия, допустим, у кого-то. Ну и вот, даем, продаем. Ну-ка проверяйте. А у нее есть ягнята? Да. Козлята? Мы себе оставляем, там есть. Я думаю, козе внутри оставляете, если ягнята есть. А, Все, додаешь? ну да. Ты там поставил им еду, и мы уже на улицу бы их выпускали, чтобы они ели. Ладно? Иди-ка. А вы вообще сами родились здесь, да? Да, родилась я в Медногорске. Опустела коза? Немножко делаем массаж. Ага. Вы сами уколы, все осмотры козьи делаете? Нет, делают у нас горветстанция. То есть они стоят на учете. Для чего? Чтобы вакцинированные были, потому что, ну, как есть очень много же заболеваний. Вот. А так, конечно, витаминизирую сама, от глистов колю сама. Это уже все сами. Да. Так, иди сюда. Роза, иди сюда. Роза, роза, мимоза. Да, так. Нубийские козы, красивые козы. Сами мясо козлятины едите? Да. Я тоже люблю. Пошли, малышка. Давай, давай, давай. Молодец. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Молодец. Так, Эльвира, попрошу вот так подержать. Она первый раз и никак не может смириться с тем, что мы ее доим. Недавняя коза, что ли, свежая? Да, свежая. Вот она месяц назад окатилась. Тихо, тихо, тихо. Вот смотри-ка, что делает. 5 Ага, с секунд. характером. 5 секунд. Как у вас все удобно, продуманно, и дойка, и кормежка, и акробатические элементы. Ну это молочная прям коза, да? Это да. Откуда такое желание у вас заняться хозяйством? Из города в деревню? Ну не деревня, конечно, Медногорская тоже город, но вот Ну, то, что да. деревенскую жизнь. Откуда такое Я желание? бы вообще, наверное, уехала куда-нибудь в деревню. В деревнях сейчас происходит, это кошмар, конечно. Жалко, что у людей и скот уничтожает. Да. Жалко, что не развивается деревня. Вот, не выдаешь сзади, не устанет рука, да? Да. Эту козу. Всех выпускаем? Давай, давай, давай. Финик, тебе не надо доиться. Блин, сейчас испачкает. Коля, ты где? Помощь нужна. Коля. Сейчас, чтобы не прыгнул. Ой. Да, надо обратить внимание, что нубийские козы это безрогая порода. Они есть, бывают камолые вообще, а бывает, что они с рогами, но мы их прижигаем вот так. Так, все, козы накормлены, мы уходим? Да, мы уходим. Хозяйство вы увидели. А сколько стоит килограмм козлятины здесь? Я даже не видела, чтобы ее продавали. А, да? Ну вот для себя. Козлят было много в этом году, мы продали. Вот мальчиков 2 оставила.
Мы их даже не называем. Один плов, другой бешбармак. Какая удобная кормежка у лошади. Кормушка. Магазинная тележка. Ну, у вас еще в доме ремонт, стройка идет, да? Да, здесь аккуратней. Угу. А павлинов-то где вы взяли? Жар-птицу вашу. Ой, ну это вот ребята мне, друзья, подарили жар-птицу. Да? Это каиржан. Муж по хозяйству помогает? Нет? Нет. Нет. Мой папа сказал точно так же маме. Ты захотела хозяйство, пожалуйста. И он ей никогда не помогал. Вот твои козы ты хотела, вот сарай я тебе построил. Вот лошадь. Ну, лошадь подарил муж. Ну да. Сарай построил. Ага. Все равно уж тоже помощь сарай построить Не, большая. ну, навоз, вот, допустим, вывезет, сено привезет. Ой, Денег заработает. Ой, женщины, какие муж помогает? Нет. Ну, навоз-то привезет, сарай построил, сено вывезет. Это у нас сырная масса готовая. Положим в этот контейнер. Все это из козьего молока. Все это из козьего молока, да. Ай-яй-яй. Выбирайте кольцо. Лёд опять не снималась. Потом отмажь. Ну, ладно. Так, добавляем сухой чеснок. Немножко. Вот, и добавляем соли. Ну, я уже на глаз. Сюзьба, вот это. Это, наверное, у нас так. А Да. вообще, вот если по рецептуре, я покупала же курсы в Инстаграме. Это белперкноли. Белперкноли. Да. Теперь берите и месите. Просто руками Вот так вот жамкайте. сильно жамкать. Какая нежная масса. Да. Белперкноли. И что, купили вы курсы? Курсы. И вот научилась делать только 2 или 3 сыра. А сколько подразумевалось? Ну, там много. Ну, а для чего мне? Я просто сделала то, что мне удобно, вкусно, Да. быстро. И то, что людям заходит. Сколько у вас детей? У меня 1. Сколько лет ребенку? 6. Это вот сейчас я уже другой сыр. Это адыгейский. Адыгейский. Да. Вот, я его Адыгейский сыр. просто упакую. Он немножко в холодильнике полежит. И сколько стоит кусочек такого сыра? 10 грамм вот 400, наверное. Да, ну где-то 500 рублей будет. 500 рублей, да? Домашний козий сыр полезный. Вы башкирка? Да. Муж кто? Башкир. Да? Да. А мужа где нашли башкир? Где нашла? Вместе работали. Здесь, На одном местный. предприятии, да. Пробуем. Вкусно. В сельхозинститут, когда поступила, перевелась на заочку и решила, что мне нужны деньги. Устроилась на предприятие, там работала я медиком. Женились мы что-то в 28. А вам сколько лет сейчас? 44. Нифига себе, 44, я думала, моложе намного. Башкирское лицо и натянуто, тьфу-тьфу. Так, берем сырную массу. Да, и взвешиваем. Сколько Взвешиваем. грамм у нас должно быть? Делаем мы по 100 грамм их. Потом они, конечно, усыхают. Усыхаются. Да. О, видели? Вообще. Глаз алмаз. Вообще. Видели? Без добавочно. Просто во всяких добавках, обсыпках. А по вкусу то же самое. Мы это очень любим. Вот так накатываем шарики. И так проходит ваше каждое утро, да, с шариком? Да, я ветеринарный врач, и люди многие говорят, вот, а почему ты работать начинаешь с 11? Ну, почему? Потому что утро я провожу с козами и с молоком. Вы здесь в Медногорске работаете ветврачом? Да. Я работаю ветврачом. Сколько зарплат здесь у ветврача? Ну, я сама на себя работаю. Я как будто всю жизнь сыры делала. Да? Да, ну по весу. Почти все ровненько. Вон же. Что за у меня 100 грамм и ровные? Это тоже вы все на продажу, да? Да, на продажу, ну, себе, родственникам. И знаете, как вот ходишь в гости, с собой гостиниц брать, да? Домашние, конечно. Так приятно. Все, наверное, в восторге. Люди берут на гостинцы и увозят в другие города, потому что, ну, как это натуральное. Я тоже хочу купить. Я хочу привезти маме в Казань. Хочу своим татарам привезти башкирский сыр. Вообще, по идее, вот этот курет, он же тоже является сырный продукт. То есть это Он же кисломолочный, да? Да, это же сыр. Просто он сушеный получается. Да. Сюзьмашка, да, то есть это вот, который мы в морозилке храним. Сегодня вот суп будем с ним есть. Вы что же добавляете в суп, нет?
Хаймак добавляем, если вот суп делаем. Ну и катак мы добавляем, да. Тоже примерно как у шивы. Мы с вами накатали быстренько сыр. Теперь мы... А мы потом все это попробуем. Конечно. Это башкирская или татарская? Где? Вот эти чашки. Ну, вообще, я не знаю. Мы же как-то все Перемешались, перемешались, да. да? Не акцентрируем внимание. Сейчас как начали говорить в Инстаграме? Татарская порода лошадей. Вот, ну, без обид. Когда у татар были лошади? То есть кочевой народ, да, башкиры? Как сказать, есть такой стереотип. Казахи равно лошадь, Да. башкиры равно лошадь. Это должно быть, ну, как бы общепринятый факт, да? Всегда это так было. А у татар лошади всегда были в козылыке. Вот. Да, у нас, то есть, может, у башкир купленные, ну, то есть это было в козылыке. Да, пища. Вот, а так вот есть, конечно, сейчас люди, которые, ну, я ж там на просторах интернета за лошадьми слежу, и когда начинают говорить, а, вот там татарская порода лошадей, я говорю, конечно, из Башкирии пригнали, вот тебе Ну да, получается. обычно вот такого, чтобы татарская лошадь, я даже такого выражения не слышала. Сейчас вот это выражение появилось Да? уже, да. А что ты сегодня не в садике? Ты что сегодня спишь-то? Вас ждал, скажи. Вас спал, я бы сказала. Свое хозяйство есть, что ли? Ага. Тебя как зовут? Шамиль? Меня зовут Эльвира. Я с тобой рада познакомиться. Я же такой первый раз вижу. Смотрите, у Шамиля есть собственный инкубатор. А что за яйца? Это кто у тебя вылупится отсюда? Ты что, не знаешь, кто? Голуби? Или кошки оттуда вырастут? Это уже мамин инкубатор, да? Да. Ну да, площадь побольше, здесь посерьезнее дела. А тут гусиные. Гусиные? Здесь у нас гусята вылупятся. Да сколько дней уже они здесь? Так, еще 2 недели осталось. 2 недели и вылупятся, да? Где? Ну, Мы сейчас собираемся к маме Диляры, пойдем к ней, готовим гостинцы, возьмем утку. Вот у нас утка домашняя. Ну. Вы на Невушке катаетесь, да? Как я себе хочу Ниву трехдверку вот такую. Ну, а здесь, видите, у нас какие горы? На чем да. еще поездить? Ну, Нива, конечно, это вообще мне так. Особенно охота. еще зимой. Так, вы пойдете пешком? Мы пешком, а вы держите На разлук. я забыла про Иди показывай дорогу. Пойдем. Все, давайте увидимся. Руки не замерзли? Мы добрались до бабушки, замерз? Здравствуйте, Халмаха, как дела? Да ничего, потихоньку. Это хорошо. Ничего, хорошо, хорошо. у нас. Нравится мы будем. Ой, мне вообще Медногорск понравился. Ага. Люди хорошие. Люди хорошие. Где люди хорошие, значит город хороший. Город Вот так? хороший. Да. Как вас зовут, исміңіз? Сейрема. Сейрема апамыз дейтелер? Апа. Сейрема апа, мен Эльвира. Эльвира. Все, рада познакомиться с вами. В этом доме я родилась. Очень уютно. Это, да, вкусно пахнет ваш дом. мне так нравится. Вот здесь вот всегда у нас бабушка с дедушкой спали, и это такое перина раньше были, и я между ними всегда маленькая спала. Ой, красота какая. Дедушка этот дом строил сам. У него была 3-комнатная квартира, он работал на заводе. Мам. В центре города на Ленина. Сталинка. Шикарная квартира. Но мы же башкиры, вольный народ. Как мы будем жить в квартире, да? И перекочевали в дом, да? Он взял, построил здесь какую-то сначала лачугу, перевез всех детей, ну, 3 детей. Папа здесь родился, сейчас у мамы спросим. И они достраивали здесь, живя вот в небольшом домике. А квартиру он бросил. Бросил, да? Да. И вот так она отошла уже там, ну, это подселенка жила, кто Да. в комнатке. Ей все и осталось, этой женщине. Ну вот перекочевали все-таки вы, башкиры, на землю, да? Да. Везде у бабушки фотографии внучка. Прям в каждой комнате фотографии. Ага, у бабушки внучок везде висит. Скажи, один, единственный, неповторимый.
У мамы сколько детей? Я Вы одна. одна дочка? А, ну конечно, теперь внучка-то везде будут вешать. Да, да, да. И вкусно пахнет выпечкой какой-то. Пекла, наверное. Ух ты, ну да. Ну вот чем у нас здесь пахнет. Мама уже ждет нас. Чак-чак. Угу. Здесь, говорит, мамин огород, вот посмотрите. Рассада не очень в этом году. Да я тоже сказала, мне тапочки не надо. Вот. А я вот так вот люблю. Я тоже босоногая. Я тоже за босоногость. Но что-то у вас мама этот, я спорить не стала. На, окей. Холодный пол. Не холодный. Чему сегодня научите? Что мы будем? Ашхаларға, Сегодня я вас научу суп варить. ага, Тағын что будем делать? шалбайларға, Шаль будем вязать. Халмай. халма ебет қазір вон. Халма это что у нас? Это наш башкирский бешбармак, Бешбармак. квадратики. Мы сегодня с вами попробуем приготовить башкирский бешбармак. Что это продажа утка? А что мы по 700, наверное, в том году продавали, нет? Ну, Утки хорошие. хорошие. Сами выращиваем. Здесь вообще что-нибудь можно купить? Вот я бы, например, в Казань мясо бы забрала отсюда. Гуся бы, например. Здесь продается такое? Найдем. Здесь тоже щит башкир, да? Оренбургский башкир. Это, получается, Башкатлар. мы сегодня с вами познакомимся с оренбургскими башкирами. Да, оренбургский башкир. Здесь мен келін болып түштім. С қойдан 45. С деревни Кувандайский район. Тоже якын же. Чабакла. Да. Кувандайский район. Келін болып түштім мен. Вышла замуж, говорит, я в Медногорск. 45 лет будет в этом году было бы. А вам сколько лет? 66. 66? Ага. Это со ничьей что замуж вышли? Вот. 21. Так, а ты-то был. Канина, казы, урдак, утка. Надо обратить внимание на лица, как выглядит башкирские лица. Вот же вы прям башкирское лицо, круглолицее, с яблочками. Да. Как есть. Башкирский красавец. Бір қызымыз, сол, бір внугымыз. Мына ұлыма, анау күні айтам, орыс қызы нравится ты. Мен айтам, мына орыс қызына үйірі. Ол сосқа ашатахыны. Қарсайын, сосқа ашамайсың ты? Мен айтам, ашамайым, хинда ашамайсың. Орыс қызы хина ашата. Шамильга? Шамилю нравится девочка, она русская. Она говорит, вот, давай, ну, с русской гуляй, а потом она тебя будет мясом свининой кормить. Утром встал, мне говорит, Карсей, я передумал, я, наверное, башкирку найду. На утро, видите, одумался. Я говорю, у тебя там башкирские девочки есть, Аделина. Вот это суп Ты здесь сейчас отражался? варится. Все, у нас получается здесь 4 вида мяса. Ага. Мяса, конечно, очень много. Ничего, ладно. Кустями сапкайтермаз. Я говорю, у вас мяса много. Ничего, с собой гостинчик заберешь. Пюре шадосма? Пирожки будем делать сейчас. Это у нас для пирожков. Вы же там столько пирожков сделали. Ты где? А мы там уже на не кухне пирожки, ходили. А это не пирожки, это для чая. Сколько вы лет уже делаете такие прически? Ну вот я в Норильске как начала, дреды там всякие, зизи. Вот И это. удобно, да? вам? Удобно, я всегда в образе, утром проснулся. Всегда всё. готова. Всегда готова. С 10-го года. Сейчас что? 16 лет уже. Уже, ужас. Время, да, как летит быстро. Вот, и я по 3 месяца хожу, потом расплетусь, пару недель восстановлю волосы, опять заплетаюсь. А волос какой длины свои? Свои, ну, лопатки. Не портится ничего под Да, ними? нормальный. Да что, портится, да? Можно сейчас принарастить, подрезать, да. прилепить, все есть. Все, что хочешь. Там прямо из дома, смотрите, гору видно. Мам, почему гора пивнушка была? Бабушки пиво пили. На этой горе пивдушки бабушки пиво пили? Да, пиво. Гуляли. Потом папа твой Какая красивая она у нас стала. Вы посмотрите. пиво пили, мы пили потом. Гора пивдушка, бабушки пиво пили, потом, говорит, папа твой пиво, потом мы пили. Бегали на природу. да? Вы надухарили, что ли? Бабушка такая. Дочка часто приходит, мама навещает? Часто навещает. Внук приходит. И зять приходит. Что мы делаем? Это что? Это сейчас
катать будем. На что? Салма. Это на салма. Это как Халма. лапша. Лапша. Халма. 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 И Из башкирча сөйлешесіз, да, или? Юляшевит, конечно. У меня муж не умел по-башкирски әйтергә. Потом я оны өйрәтеп алдым. Үйреттіңіз, да? Ну, конечно, ол ошында урыс ерінде туған. Үскен. Муж говорит, не умел говорить на башкирском языке. Я его научила башкирскому Конечно, языку. да. Мин тоненько, как наша А, лапша. да. У вас что тукмас? У нас тухмаш. Да, Всегда холма. Мгм. Много башкиров живут вот тут? Тут много, наверное, делара много, да, башкиров. Много-много. Много? И много. А что населенные пункты? Деревни вон башкирские, Жидельбаево, Кедрясово, Рысаево здесь рядышком. Все башкирские. Блюстамак вот есть. Как я считаю, башкирский язык и татарский очень похожи. Они похожи, Да, да. вот этот язык, я согласна, что они похожи, я могу спокойно понимать. Ага. Сайрамапаны, вы понимаете меня спокойно, Конечно. если я говорю на татарском языке. Так что с вами мы нас- общий язык найдем. У нас свекровь по-татарски говорила. Да? И по-татарски Гелешта. И Рошамиловна, старшая дочка Ну вот мы татарская. с ним, блин, Юлиашем с Ну, полностью. она им, конечно. Моя первая башкирская семья. После школы, когда я поступила учиться, я поступила в Башкирию, и у нас был башкирский язык там. И вот я тогда поняла, что башкирский язык очень похож на татарский. Все башкирские блюда готовить умеете? Ну да, я стараюсь, конечно, вот этого придерживаться. И если что-то где-то увижу в Башкирии, что-нибудь новенькое, обязательно приготовлю это дома. Да? Обратите внимание, какое у нас желтое-желтое тесто. Домашние яйца, да? Конечно. Авилер, это тройно. Газета Халхан, чтобы газету читать, Читать можно было, да? Да. Тесто должно быть настолько тонкое, чтобы через него можно было газету читать. Да, нам, говорит, так говорили бабушки. Я вот ваши духи нюхаю, да, я не могу понять, почему я знаю этот запах, а что за запах? Я не А что это такое? Это молекулы? Молекула, точно. Твою. Четверка. Который ты дала. Четверка молекул. Я же говорю, я знаю этот запах и не понимаю. Сейчас пирожки будем делать. Газету почти прочитать можно. Прочитать Сейчас можно. проверяем. Давайте проверяем, можно ли прочитать газету. Можно, вот. вон. Вот, видите? Листок. Читабельно, все читабельно. Всё. Немножко высохнет, отгонит, и резать будем холма. А может, говорит, помочь маме, тебе что-нибудь надо? Ты все равно не знаешь, где что лежит. Где мое что лежит? Я все сама. приготовила. Все сама я. Какое у нас тесто на пирожки? Дрожжевое. Дрожжевое? Самый простой дрожжевое. Сахар, мука, вода, дрожжи. Ага, дрожжи и все. Мгм. Нет, А, меня картошка у тебя с чем будет? Юа. У вас здесь горный лук растет. Как? Юа называется? Юа. Ага, там чистые есть дела. В Кыргызстане это называется джусай. А джусай, они разные бывают. Там чищенные Это есть, вот которые на ты джусай часто похоже на видела. кыргызский. Юа. Юа. Это у нас горный лук. Горный лук. Растет в Оренбургской области. Мы его сейчас чистим. Пирожки делаем. Угу. Шамиль просит с картошки пирожки, но он такой не будет, наверное. Это что? А, катай, мягкий, Катать. Вон они чем катают. Видите, какие скалки, трубы. Тесто нежное-нежное, воздушное. Нам столько хватит? А больше лучше. А, хватит. Так. Кастрюля маленькая. Так, так. Джам. Я бы сама напекла бы. Думаю, пусть сами делают. Ага, как? Такие вот красивые, аккуратные пирожочки получились. Какие красивые. Воду, получается, всегда надо из утки выливать, да? Утку Ага, приподнимаем да. и крепляем сушера. Да, чтобы она внутри варилась. Да. А то она холодной будет лежать. Хоть она кипит будет, Угу. хоть что. Казалок протыкаю его. Да, козелок надо проткнуть. Выпустить воду. А вы сами в Башкортостанда будете? Уфала булду. А так в Башкирию вот ездите? Зов крови там какой-нибудь башкирский есть?
Ағайындар жили в Угачинский район, Таваканово. Кугарчинский район, это же вообще далеко-далеко, и прям такие места же красивые. Красивый. Тавакан – это родная деревня Муртазы Рахимова. У нас там Раиф Латай, это старший брат мамы, работал директором в колхозе. То есть, вот, и мы, конечно, туда ездили. Такая красивая деревня, такие красивые места. Красивая Недалеко Кугарчинский. отсюда, 300 километров. Кугарчинский район, да? Да. Это очень красивые Очень места. красиво. И как раз это мне места, которые нужны. Там как раз вот деревня. Ну, у нас свадьба была с мужем в 15 году. Мы с ним на 2 белых лошадях ехали в ресторан. Верхом? Да. Да ладно, верхом. Вы на лошади ехали. Да. В платье. Да. Прям по дороге вот так вот, по мосту. Обалдеть. Сельма, могла позвонить? Скажись, когда потеряла? Нашла. Отдайте, проходите. Здравствуйте, Исарнасис. Как у вас? Обнимаются, целуются, что делают башкиры? Негасы салмысыз. Әтәсігіз көкай салған, негасырып алмысыз. Это пришли родственники. Да, я Белянкину папу, сестра родная. Ага. А это сношенница. Сношенница. Брата двоюродного. Мы пришли. Куштанешек келді. Я дома куштанеш забыла. Я Айдате. тебе приготовила варенье с ягодой. Еще Галинка мне звонила утром. Перекрученные с сахаром. И огурцы. Что, я пойду? Да нет уж вы Пойду что? схожу. Раздевайся, все нормально. Потом подашь. Гостинцы дома забыла, говорит. Козла. Че? Картофель. У нас Хана. один больной пирожок был. Вот этот порвался. Она. Козлара говорит. Что, все такие? Нет, у нас один был больной пирожок. Я продолжаю лепить пирожки. Смотри, как красиво делает дела. Я видела. Я так не умею. Вы что, меня хвалите? Конечно. Молодец. Спасибо. Собираем пеночку. У нас мясо варится буквально минут 15-20. Какой уже насыщенный, густой бульон у нас получается. Менің бабушкалар. Красивые бабушка стали. А как вас зовут? Лиза. Лиза Апа? Да, Меня Эльвира. Лиза. Ага. Рада Очень познакомиться, приятно. мне тоже очень приятно. Как у вас украшения красивые. Что за камни такие красивые? С Медногорских гор. Да? Красиво очень. Вам идет прям. Как наши бабушки повязывают платки. Ну, наши и татарки так повязывают, и башкирки также повязывают. Да. Вот, блядок-то вот даже не подумала. Вот. Ой, браслет Ну, как не одела. Ну да, Вот это не подумала. надо было, Браслет. да, что-то. Мне вчера казахвар подарили, блядь. Их казахские. Ну, молодцы. Ага. Тут же тоже микрокурятник. 3 штуки. 30. А из скольки яиц? Из 10 3 штуки только вылупились. Плоховато что-то. Это моя детская кукла. Когда ребенка у нас не было, мама у Матроны просила для нас ребенка. Да? К ней она обращалась. Смотрите, здесь Башкортостан Республикасы, Башкорт халық ижасы, хазиналары. Башкирская лошадь. Да, башкирская лошадь. Здесь очень такие интересно читать. Это Шамиля, это копилка. Не копится, похоже, да? Не зачеркивается ничего. Ага. Башкорт халық ижады. Это одежда, по-моему. А, нет. Нет, это стихотворение, что ли? Я даже, кстати, не Ну-ка. видела эту книгу. Сокровище башкирского народа, творчество, автор, составитель Рашид Шакуров. Автор Хаканда Белешме. Это автор у нас? Да, да, да. В общем, я не видела эту книгу у мамы. Я не знаю, что это, да. У меня книга была еще. Ерзарсен ляузер менеже. Менеджетлер, бейтелер. Что вы сейчас пенсию обсуждаете? Да. Сколько у вас пенсия? Не у меня, сестра у меня, она 67-го года, ей не повезло. Она в 50 лет вот не пошла на Ага. пенсию. Думали в 58, а тут какие-то катавасии с законами. Вот она только в этом году в 59 выходит на пенсию. А в деревне школу сократили,
закрыли. Работы нет. На полставки она работала в школе. И вот она, С сахаром. Она у меня внизу стояла. пока с мамкой жила, вот на ее пенсию жили. И вот она 6 лет без пенсии, без приработка жила. Вот в этом году должны назначить пенсию. 15 600. 15 что? У меня мама 65-го года, она вышла на пенсию, но она вышла в 55. Ну мы-то вот У нее успели. пенсия вообще 1015, что ли, у моей мамы 1014-15. Еще маленькая пенсия. Вы что, за Куштанайшем домой ходили? Мы-то успели вовремя. Домой пошла опять за Я Куштанайшем. сейчас еще схожу. Зачем? Зям-зям водичку Ну забыла. что Ей ж просто так такое? нравится ходить, что ли? Да, она такая у Через нас. пивнушку Она через Я самая молодая. Поэтому она стройная самая. 71 год. Вам? Конечно. Да ну вы сколько бросьте. Да, здрасте. Вы лукавите. А мы догоняем уже ее. Чуть не сказала, ты мне налей, я тебе покажу, как я лукавлю. 71 год, да, красотки какие? Вон нам- Куштанайши принесла. Заловка моя с Алматы приехала, младшая. Мы Подарил, я такие вещи не ношу. Вы-то все красивые, а у меня-то морда вот. Одела вроде ничего, Ну-ка, пойдет. Первая вещь, которая мне подошла. У меня даже, говорю, фотографии нету. На памятник умру, фотографии Она нет. мне вчера говорит, я не фотографируюсь, даже на памятник нет. Я говорю, завтра сфоткаем профессионально. Надо будет сфоткаться, да. Смотри какой. Ух ты, какой красивый, обалдеть. Вот он, видишь, какой. Это она с Алматы привезла. Алматы. Ага, нежный, да, какой? Ну, посмотрите, вся в украшениях у нас тетя Рая. На руки одела серебро. Вообще вот не ношу я такое. Она вкадила, раз не любишь. Нет, сказал красиво одеться. Сара, мама говорит, а нафига делай, раз не любишь? Для умащ, на русский язык это стируха называется, нам нужен просто желток и мука. Все. Ну-ка. Да. И все это вот так вот перетирается. Ну вот пальцами вы. А это дикий лук. Диляра, Не с огорода, а с наших гор. Он развернулся, а я иду, и он прямо вот так напротив, и я прям вот... это как викинг. Вот посмотрите, Самый- у нас умащ А готов. давай еда, кукай. Хадр кукай откельха кукай. Я думаю, и не нала, а вы... Кукай у вас тоже Нет, кукай? нет, Кукай? здесь сарай. Юмурка, кукай, разницы Юморка, нет? да. Татарский, башкирский вообще не похожи, просто может чуть-чуть разнятся. Да, некоторые слова. Ну я спокойно понимаю, вы вообще. За тируху еще яйцо добавляете? Затируху, да, в Ага. конце. Сразу лук, да? Расскажите мне, чем здесь занимаются бабушки в Медногорске? Вот вам 71 год. Что вы делаете? Проснулась, поела, легла, отдохнула, пообедала, легла, отдохнула. Шучу. Живу в своем доме, 18-й год одна, все сама делаю. Работа в доме есть, своя работа. Огород, конечно. Мгм. Ремонты сама делаю. Да? Да. Хозяйство есть, мам? Нет, Курица Нет. там. Нет? потому что уезжаю к детям А дети где живут? в Оренбурге. Вообще, молодежь у вас здесь остается в городе или нет? Или разъезжаются? Работы нет в основном. Нет, да. На север уезжает. Вам сколько лет? 67. Ага, у вас Полных. сколько детей? У меня 2 девчонок. Где девчонки живут? Одна в Оренбурге живет, Другая? другая здесь работает. Вы Следователем. скажите, Старшая дочка судьей. судья в Оренбурге, Да. у меня тут крутые связи. вторая дочь капитан милиции. Видали, Да, как у да. меня связи появляются? Старшая замужем, да. Судья А которая? вторая вот теперь одна. Сколько лет? 45 будет. Эх, нам бы ее сюда, мы бы сейчас женихам-то фотографию бы показали. Я тебе. Шутка, я тебе дам шутку. Че, бабушку чуть в комнате не закрыл? Ага, закрыл и все. И шутка говорит. Шутник. Всем хочу сказать, что благодаря вам я приехала в Медногорск, благодаря вам я сняла здесь казахов, благодаря вам я показываю здесь, как живут башкиры. Это все благодаря вам, Диляра Маратовна. Мы рады вас встретить. Спасибо большое. Я очень признательна, что вы сразу откликнулись и помогли мне. Вообще в Инстаграме она увидела, что я написала. Она говорит, ну так-то я бы к себе, конечно, пригласила. Я говорю, приглашайте. Город у Вон вас там симпатичный. тарелку маленький возьмешь. И город, и село. Вот и непонятно, что это. Шкиры называли его десятый.
10? Да. А потом вот переименовали Медногорск, а сейчас все, как говорится, администрат перенесли вон у нас Куварлик. Медные горы, что ли? Ну, Медносерный комбинат. ну, то, что здесь добывают медь, это по названию, конечно, сразу понятно. Сейчас у нас завтрак. Мы Да. позавтракаем, умащим. Смотрите, что у нас есть на столе. Тут у нас умащ. Красивый такой. Огурцы домашние. Тут у нас пирожочки. И Пирожочки Юавы нам тоже. тут у нас затируха, сверху яйцо. Картошка добавь? Да, картошка. Да. Потом еще добавляем хатех сюда. Да. Вообще будет вкусно. Свежие булочки. Как будет на вашем языке? Приятного аппетита. Ашкахуш. Ашкахуш. Да, ашкахуш. Почему? Всем приятного аппетита. Мы сейчас с вами позавтракаем. Попробуем. Поработали и завтракать пора, да? Да. Ой. Ой, это же как вкусно. В своем доме рано встают. С 6 часов начинает трудиться, бегать в сарай. Курочек кормить, уточек кормить. Как вкусно. Завтрак, обед готовить. Это вообще вот это вот блюдо с затирухой, это как бабушки наши готовили. Сейчас Да, современники да, не готовят. да. Но я дома до сих пор готовлю. У Руслана окрошка как-то вот, а у нас вот первым делом затируха. Летом это вообще еда. Давайте еще попробуем Отменная. пирожки, которые мы сделали. Ой, ну тесто, конечно, великолепное. Аромат какой. М. Я очень сильно люблю пирожки. Очень. Прям очень жареные. Восхитительно. Тесто хорошее. Мой самый любимый чай с молоком, со сливками. Ты обычно собираешь травы. Ну да. У вас в Чебакле там много всяких. Матушка. Да, матрушка. Чай у нас принесли кабартма. У нас такие пончики. Баурсак, кабартма. Это баурсак кабартма, типа это, да? Да. Что за варенье? Лимон, яблоки, киви. О, это фруктовый огород. Да. После бани хорошо. А это вот После наливки. с ежевикой. Ой, ежевичка. Каток нам сама делала, да? Угу. Это из козьего молока, которое. А, он прям другой. Отличается. И как йогуртообразное что-то, да? И вот заметь, вот это вот козье молоко, которое нубийские козы, то есть оно без этого, Без запаха. без запаха постороннего. Ну, я люблю козье молоко само по себе. Поэтому я не чувствую никакого запаха от козы. Я люблю все, что связано с козой. И мясо козье я люблю, и молоко. Берден урам, тигет урам, берлевудке нақайым, шулқайым, нарға қарайым, эдіғағын ғанайым, шулқайым, нарға қарайым, ағығағын ғанайым. Молодцы! Красиво. Башкирские песни тоже очень красивые. Молодец, Инган. Қияш, қияш, мәңгі балқый, мәңгі нұр хибә. Қияш ғымырын тіләйім, әнәйім еңә. Ой, красивая песня про маму. Вы между собой вообще на башкирском языке разговариваете? Конечно. Да? Сөйлесіз? Да. А с дочкой? Қызыңыз білен сөйлесесіз? Kızım bilen de, kıyavım bilen de, balam bilen de başka Сөйлесесіз. söylüyorsun. Бабушка говорит, и с дочерью я разговариваю на башкирском языке, и с внуком, и с зятем. А вы у нас русскоговорящая. Городская, модная. Aşka rahmet. Рахмат, очень вкусно было. Биг тайм булды. Красивый, да? Өзі тікті. Kıladım. Да, өзі тікті. Тойға алып келді де, мені подарок етіп күштенечке берді. Это вот ахыска турки мне подарили красивый фартук. И сейчас бабушки смотрят и говорят, нам тоже надо красивый фартук. Красивый фартук. Я сейчас его всегда буду носить. И вот такой красивый платок в Казахстане купила. Косыночку. Туркам спасибо, конечно. Teşekkürler. Çok güzel. Так, yine iş. Вот тебе работа. Давай. Не надо так делать. İyi.
А, она, оказывается, на продажу. Я Вяжет на продажу платки. делаю. Сейчас посмотрим, если что, даже посоветуем, где купить оренбургские платки. В Орске женщина Башкирия. подала объявление на Авито, написала оренбургский пуховый платок. Да. В общем, засудили ее. И, по-моему, за то, что она вот это брендовое название, ну как, написала, присвоила, ей 1 миллион штрафа наложили. Это шаль, да? Это шаль. Вот это шаль. Вот. И не сейчас вам шаль. Почем шаль, давайте узнаем. Вот это, например, По сколько? 8. 8 тысяч. Вот так выглядит у нас шаль. Они же Но она теплющие. Новый, не распушенный. Да. Не распушенная. Еще не распушенная. У меня мама как любит эти шали. На это Пахнет. не обратили внимание. Обратили, Это белое, а это черное. Обратили. Вот такие вот у нас шали. А вон еще. А это сколько стоит? Они отличаются. Отличаются? Там же 6-7. 6-7 тысяч. Если кого-то заинтересуют вот такие шали, я вам оставлю номер. Серамапа, ваш номер телефона оставлю. Кимге керек болса. Кому если надо будет, я номер телефона обязательно оставлю. Я всегда за то, чтобы покупали, поддерживали своих. Ручную работу. Ручную работу, да. Такой я первый раз вижу. Да. Да, это Это что-то полностью обрабатывают. первый раз вижу. Шапалдак называется. Или как? Шапалдак? Шагиц. Мы называем шапалдак. Шленка для нее. Урсуккайда сейлема. Шленка? Шленку Вот вот она шленка. мотает. В пух ее. Мотает Ага. в шленку. Шленка такое чуть оскорбительное название, да? Шленка. Как будто прям сильно не любили эту вещь, поэтому Ага, шленки наверное. назвали. Косынка называется. Ажурная. А вот такие ажурные косынки сколько стоят? Ну, 5-4. Много у вас покупателей? Есть. Хватает? Хватает. Рук не хватает. Не хватает пока. Ну, вон пока подружки Ага. есть. Но пусть делают. Кыш күні агарут yok уақытта. Келесіз ме ярдәмге? Ярдәм итәсіз ме? Өмірге сақырға келеміз. Приходите, говорю, помогать-то. Приходим, говорит, когда работы нет, огорода нет. Вот последний раз в Уфу отправила платок. Ага. У меня и платки в Германию отправляла. Кому нужны такие платки, обращайтесь. Вы для всех свяжете, всем отправите, да? Ну все в работе. Душа радуется, да, когда все в работе? Ну. Бейлей гидмехед. Минно үйретсеңіз бейлеймін, а так нет. Зверка, а как ты ездила в деревню к бабайке? Она написала, я была в деревне у бабушки и по-всякому научилась ездить на лошади. Как это по-всякому? Ну, по-всякому. И передом, и задом. Она на лошади, знаете, как скачет? Откуда у нее появилась любовь к лошадям, любовь к животным? Постоянно по фермам, постоянно по дойкам моталась с ними, с дедушкой. Вот. Вот так вот и придем тыган зимними Вот так и вечерами. работаем зимними вечерами. Рисунок какой. А у тебя нету готовой косынки пока? Нету. Все продала. Все продала. Это на заказ у меня идет. Прибавка к пенсии моей. Немножко. Сколько времени у вас уйдет, чтобы один платок, одну прибавку к пенсии связать? Полмесяца. Полмесяца? Конечно. А если у вас сейчас 10 платков закажут, вы что, через полгода отправите? Конечно. Да, это быстро не делается. Быстро же не делается. Анна. Полмесяца? Да. Ну смотрите, это прям ручная работа, если Это успеете же заказать. полностью ручная работа. Если успеете себе заказать, будет вам большое счастье. Работали, тыган не заработали. Да. Ладно. Да пенсии уж смешные, да, вот меня сейчас многие смотрят, на самом деле смешные пенсии, ни на что не хватает. Мне коммуналка пришла за декабрь месяц, за ноябрь, за вот эти месяца 30 тысяч за квартиру. Коммунальные услуги 30 тысяч. И пенсия у моей мамы там, не знаю, 13-15 тысяч, не помню сколько, 15, наверное, у мамы. Потом что делать? Мен байып кетермен. Шулай болсын, байып кетегіз. Сейчас месячную норму закончим, свяжем шаль, она говорит, еще разбогатею. Говорит, ладно, давайте уж не надо резко богатеть начинать. А я сейчас этот ярылып-то. Ярылма. Ярылмай был, тут арматы өлбет. Опа. Вон бульон, смотри. Бульон прям густой бульон. Ага. Красивый. Удек піштіні?
Немножко. Самое быстрое какое мясо сварилось? Козе? Козе. Козлятина. Молодая, потому что. Ага, класс, тесто подсох. Что делаем? Вы посмотрите. Режем вот так. Вот так делают наши татары свою лапшу, начинают. Вот так. Ромбики. Ну как эта бабушка пахнет духами, вы просто не представляете. Какими? Молекулы. Прямоугольники, ромбики, как это? Прямоугольники, а сейчас квадратики. Ага. Это мама у нас вот так делала. Не совсем квадратики, а ромбики. Угу. Это создает бешбармак. Да. У меня всегда было плохо с черчением. Я даже по линейке не могла ровно резать. Нормально. Это крупно. Это Ладно, толсто? Ладно, Это на 3 части? на 4. На 3-3. На 3 давай. Так, Резать прям? резать и... Я не могу резать, а как вы его режете? Резать надо, давить не надо, резать надо. А, вот такой вот у нас Да, получилось. тесто. Халма. В Кувандыке у нас открыли термы. Знаете, что у нас там есть горнолыжка? Ага. Вообще Это туристы или приезжают сюда? Очень много. В Кувандыке да? очень много. Потому что там Кувандык считают нашей маленькой уральской Швейцарией. Потому что там горнолыжка очень Ну, такая. напишите, кто был в Медногорске, в Кувандыке, напишите. Я комментарии все сама читаю, отвечаю всегда сама, поэтому интересно будет почитать. Это вообще мое самое любимое дело, сидеть и читать комментарии. Все хорошие слова, которые вы нам сегодня напишите. Вот свой лук вырастил. Вон виноград лежит пока. Посмотрите, насколько у нас жирный был бульон. Вот этот жир сняли с бульона. Очень жирное мясо. Вот у казахов, я же в Бишкек, Алмату, я миллион раз ездила в ту сторону. И у них, что интересно, свадьбы, вот садятся в поезд, вагоны набиваются, человек 30-40 на свадьбу. И вот один раз молодые сели. И надо обязательно у невесты, если ты дотронешься до платья, или даже если что-нибудь оторвешь, вот мне надо найти, где-то у меня лежит. У нее тут рюшечки были, я тоже оторвалась. и взяла. И деньги дать. На память. Нет, на память, если у тебя... А если оторвал, что-нибудь дать-то надо? Ничего, надо втихаря. Они зашли в этот, к нам в купе, достают голову. А Фейма Пайда я возила в Алмату, домой везла. И надо разделывать. Я первый раз видела. Вот я там тоже первый раз съела голову. Вы башкиры, а вы как считаете, вы схожи с казахами или нет? Код идентификации, Да. то есть очень схож именно с тюркским народом, именно с казахами. Ой, все, Лук, ага. лук, все, утерделяр, эбилер. Про башкиров я считаю, что вы схожи с казахами, что у вас похожий язык, что у вас еда схожая. А вот как вы считаете, а татары какие? Вот хитрые татары, добрые татары, что говорят про татар? Давайте узнаем. Да все мы одинаковые. И вот меня назовите хитрой татаркой, вы думаете, я обижусь? Я наоборот скажу, да. А что это у нас, когда вот хитрота была плохой? Плохим, Да, плохим качеством. Хитрость — это признак ума, красоты. У вас башкиртвар в основном какое мясо едят? Конину. Конина? Да. Какой... Говядина. Вот они сами держат, а мы на какой денег хватит. Сколько мяса стоит Гуси, здесь? утки выращивают. Так, я последний раз Кто выращивает, кто не выращивает, покупает. Мякоть 800, 850 и 900 есть. Еще нормально. Косточка 750 я вот брала. Печень. Какое хорошее мясо, смотрите. У меня обычно на лук это тоже как. А у меня сразу, секунда. А зеленый рагин? Ну вот хоть зеленый, хоть какой, вот чуть-чуть, если остренький буса. Вот в Башкирии, мне кажется, больше едят, ну как, вот из птицы гусей, да? Ага. А мы вот больше любим все-таки уток. Хочу сказать, гусей. Вот гуси — это наши татарские. Да? Это вот наше мясо Вот. больше. Мы хоть и держали гусей, в том году зарезали 10 штук, вот Вчера еще даже ни одного не съели. Правда, что ли? И уже следующих надо. Уже следующих нужно. Ну, Дилара, у нас гуси эти. Я всегда, когда хожу куда-то в гости, я беру с собой мясо.
И мы списываемся с Дилярой. Я говорю, Диляра, я куплю, что нужно. Она говорит, только мясо, умоляю, не привозите. Только мясо, пожалуйста, не надо. И вот казахи сказали, мы лошадь зарезали тоже, мясо есть. Картошку смотри. Какая часть считается для гостя? Вон ножки, Ножки и грудка. грудка, Где мясо побольше. где мясо побольше. Ножки мальчикам, чтобы топтали отцовские дорожки. Смотрите, как она красиво разделала. Да покрупнее. Красиво нарезала, правда. А сюда картошка. Или картошка казанная. Тарелку подашь? А бульон, мам, куда не выливаешь? Бульон нет, это вон в кастрюлю. Контролар. Куту утравдует. Без говорит, ты утром же? Я говорю, вас что здесь кормят? Она говорит, мы сидим и ждем. Обычай такой. Шкан на теля. Картофель? Все, картошка пешкян. Это Татьяна мне 3 штуки дала, одну не стала сажать. 2 посадила, всю зиму свела. Вот так она делается. Тарелку. А вон картофель üstüne. Вдвоем делаете, да, казалось? Вдвоем и А козы создание сейчас почем козы-то хоть здесь? 1200 Килограмм, да? килограммов. Как в Кыргызстане, нормально. Диляра, когда вы были маленькая, мама у вас строгая была? Диляра строгая была. Лошади коза считается самой чистой. У нее коза, лошади чего только до меня даже яблоки не доходят. Я говорю, на пироги принесите. Сивка съела. Бульон процедили, прозрачный, красивый у нас бульон. Смотрите, мягкий. А вообще вот его хранят до такой степени, что он вообще в камень должен превращаться, как карт. Да. Кто хочет натуральный домашний сыр, вы можете обращаться к Диляре. Вы можете покупать у нее сыр, да, Диляра? Вот так выглядит в разрезе адыгейский сыр. На вкус мы сейчас это попробуем. Это мягкий сыр, который мы сегодня готовили. Сейчас забрасываем нашу салму. В нашу салму добавили лук с жирным бульоном. Сильно жирный будет, наверное, если все добавлю. Тузлук. Тузлук называется, да, у вас? Вот это вот называется тузлук, который добавили. Я уже заметила, Шамиль, что ты все сделал. Я уже чипсы накормила. Ну, что вы сегодня пекли? Булочки, пироги. Пироги. Ничего турдыгсинды. Во сколько Я проснулись? кладем в 6 часов, 6 как часов. обычно. Пирог с чем у Пирог нас? с вишней. Вишневый пирог. Поставь. Не, я потом чувствую. Какие пироги у меня шикарные. Какая начинка. Много начинки. Вкусно. Ага, вишня своя. Вот кустанес баурсаки. Казандан, да. Казандан А килган. это еще что такое? Это баурсак. Это очень вкусно. Машина куда-то, говорит, поехали, говорит, на трамвае. И вот, говорит, едем, а Ролка, говорит, мам, а здесь все, говорит, по-казански разговаривают. Или не по-татарски, Говор, да, у нас по-казански. русский. По-казански. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тен хаматурит вашарга насибет. Бисмилла, с благословением начинает разливать наш суп. И хайерли ел болган. Угушлар бітіп кеткен. Шулай болған. Амин. Да, амин. Как эвиден калаклары кетейден. Ой, прям с пашаков будем кушать. Я думаю, такие раньше были. Да. Да, раньше Вот правда, как будто к бабушке в деревню приехала, да? Утрасма? Ма, Она, наверное, в погребе ходит, да? Пошла раз в погребе. Точно. Откуда знаешь? Нет, Илюша, там, наверное, в погребе. Я смотрю, точно в погребе. Мы присели за стол, сейчас будем угощаться нашей салмой. Деревянные ложечки у нас. Я говорю, как в деревню приехала к бабушке деревянные ложки? Хотите, можете лук добавить. Очень хотим. Лука мы много любим, прям вот так вот. Kurtulavalayık.
غفرة الله بما أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين Ой, Темно mi? tem. Endi hozir o'shin. Шурпа тирясады. Какая вкусная салма. Халма. Hamma. Пробуем казе, посмотрите, это мясо, конина, здесь жир у нас. И вот так. Прям не это ошиблась. Тоже самодельный. Посмотрите сразу, что есть на нашем столе. Это называется кыштеля. Такая вот сладость. Здесь у нас фруктики. Выпечка, которую сегодня с 6 утра проснулись и начали печь. Здесь у нас сыры собственного производства, адыгейский сыр, мягкий сыр, огромное количество разного мяса. И гусятина, и козлятина. Здесь у нас козы, картофель, пирог с вишней, пирожки. Конечно же, салма, халма. И вот башкирки, все башкирки. Вот, посмотрите, рассмотрите, как выглядят башкирки. Отличаются ли от татаров? Хотя на татарку-то не похожа, мне так говорят люди. А вот скажите, на кого я похожа? Мусульманку. Ну вот на кого? На татарку похожа? Истинная татарка. Нет, с Кавказа, наверное. Кавказ? Кавказ. Красавица, одним словом. Красивая. Ой, ну вот, ну с этого же и надо было начинать. Ае. Спасибо, не на кого похожа, а на красавицу. Да, главная красавица. Красивая. Александр, на какой Вот самый она вкусный вот самый, кусок? самый темный. Это вот, говорит, самое вкусное место. Это у нас Ие. утка. Пробуем. Будто бы. Будто бы. Ой, вкусная какая. Смотрю, как она вкусно ест. Ну да. Не того тара. Ну, я ж прям чуть нет, не Ну, подавила. элегина время. Слюни. Нет, я так не хочу. Все время батон. Кушай. Рахмат. Ülkem бикемге. И опять на меня смотрит Тит. Я люблю, когда вкусно едят. Да? Вот вкусно ест. Лизингей. Я с ней работала, Надя Грицкова. Ну как так можно есть? Вот А садимся там, Эйда? обедать. Я не ела, я на нее смотрела. Вот я как-то ее встретила уже в годах, что Никитина живет. Я говорю, Надя, кстати, тебя вспоминаю, как ты, говорю, вкусно ешь. Ну, у вас сегодня все настолько вкусно. Мы как да? пирожок шадом. Да. Вкусно очень, очень. Салма какая вкусная. Вообще очень вкусно все приготовили. Цинкул золотой. Вкусно готовите. Молодец. Сонька золотая ручка. Что, грабите, что ли, пока это? Давайте попробуем вот этот сыр. Вкусно. Ты что? Мягкий, вкусный. Вот эти еще приправы добавляют. Вообще чудо. Пряности. Ты забрала его? Такой прям очень вкусный Ага. сыр. Очень молочный сыр. Никакой ни кислинки, ничего нету. Молочный он. И вот Это это... цельного молокаша. Да, наверное. Я не цельный. разбираюсь. всё Ну, равно конечно. говорю. Вот эта вот вкусная присыпочка. Черный Травы. перец. Только черный перец? Да. Да, я думаю, это Она какие-то не травы. чувствуется. А мне наоборот вот чуть-чуть пряности дает вкусно. Не как перец, а как травы. Попробовать. Шухатли моторы-то пилей, моторы-то Делара итмак пирог. Минбот, улбот. Минсыр, улсыр. вкусно. Вкусно, вкусно. Прям вот берешь кусочек сыра, ставишь его на язык, кладешь на язык, И в нябушку. и его нет. Все, нет. Остается приятное, мягкое послевкусие, как будто с травами во рту. А вы говорите, это не травы, это перец, да? Черный перец. Вот который сейчас вы едите, вот это сверху, да, это черный перец. У нее-то рот молодой, а меня старый. Прилип, что ли? Да. Bu башкырт занавескасы, да? Қайдан алдыңыз? Кайдан казакай. ВБ? Да? Все ВБ? Серьезно, что ли? А, я говорю, а где взяли башкирские Я занавески? Малберес? Казайте банага. Был апиты. И от это надо попробовать, и Ага, кежей. попробуйте. Только Давайте. катрак, наверное. Нормально, давайте и Супер, конину. Это букажи-то? Казайте. Рейла, опять тебе подать? Вот ничем не пахнет вообще. Нет. Мясом, вкусным молочным мясом. Ой, нежное. Вкусно. А у Лары Келишев и Ташарга. Да?
Да, ну правда же красиво. Мне же, говорит, рот прям подходит под мясо жевать. Ну правда красиво. Она атитен казайтен рейлепай. Канина. Канина. Ну, у нас канина тоже продают, но если оптом, по 500 рублей, 550. Ну, канина всегда была дешевле, чем говядина. А в Кыргызстан Мне сейчас кажется, дороже всегда было. всегда дешевле была. А в Кыргызстан ездила, сейчас у них канина становится чуть дороже, чем баранина. А? Да, Сыр? не подала. Кэжи этот. Кэжи вкусный. Ага. Кэжи мягкий. Сыр Ты адыгейский. сметану сейчас продаешь, да? На Лудовицу, да? О, сыр. Вы вот Я этот думала, попробуйте. вот этот твой козел там ходит. Ну, прям так на него похож. Это сын. Да? За мной, вот до отсюда шел. А Идет, а потом прям до дома, до Красноперовых. А что, орех, что ли, в адыгейском? Оливки. Ой, адыгейское волшебство. Он шамиль. А почему у меня меньше? Сейчас мы будем с вами пить чай. Чай, конечно же, у нас с молоком. Был очень вкусный стол. Пиктанный был, рахмат сизге. Вот моя первая башкирская семья была, знакомство с башкирами. Спасибо вам за этот замечательный день. Спасибо вам за этот веселый день. Как хорошо мы смеялись. Спасибо вам большое. Пускай у вас все будет хорошо. Пускай всегда приходит дочка в гости, внуки пускай приходят. Рахатланып яшайгыз. Ошларыгыз тәмле Амин шулай болсын. болсын. Амин шулай болсын. И вам, конечно же, Диляра, огромное спасибо, что вы пригласили к себе домой, пригласили к маме. Желаю вам тоже, чтобы ваша скотина была самая жирная во всей Оренбургской области. А также напоминаю, кому нужны пуховые шали, пуховые платки, обращайтесь к Сайрамапа. Она вам будет вязать, будет продавать. Это, как мы выяснили, у нее прибавка к пенсии. Но один платок она вяжет полмесяца. Долго. Косынку полмесяца, а платок, наверное, месяц или полмесяца. Так что имейте в виду. Номер телефона оставлю в описании к этому видео. Яшайык дөньяла хайрап кына. Иң матур ерларды хайлап кына. Яшайык дөньяла хайрап кына. Все? Я только слова почти запомнила. Хочется отметить, что в Медногорске очень вкусная вода. Прямо из-под крана. Да, прям из-под крана пьешь воду, она действительно очень вкусная. Вишня нәрсәме бу? Был алма, наверное, вишня кошелган. Куршем эшлена. Салихартан. Эльфия, сколько она делала? А ты сама вот эту А вот начинку. это с этим, с орешками я сама. Тут сгущен, она пластами же идет, этот как. Сгущенка намажешь, потом орешки. Вот если хотите И десерт рулет. какой-то для детей приготовить, мне кажется, хорошая альтернатива. Прям. Ну, Я чаем она припала. вкусная. Смотрите, сколько начинки. И вот эти две, и Красивый браун, да, пирог. еще раньше же как Ты шблян, да? сургуч. А, смотри, он, наверное, с косточкой. А я не люблю без косточки. Да? И варенье не люблю. С косточки она вкус совсем другой. Ни одной это не покупала еще. Пироги. Косточки вкусные. У вас замечательные пироги. Когда ездила, бокал Очень купила вкусные. так. И в одной этот сургуч еще. Бабушка там лепила. сургуч. Только то, что Не помню, косточка как она опасна. лепила. И Ничего, вот эти вот. можно жевать. Осторожно. Это чтобы быстро не ели. Да, удивляется, говорит, так вот, Астафирулла. Вот поэтому у нас такие подбородки. Так делаем. А вы знали, что башкиры, когда удивляются, начинают подбородок вниз тянуть? Астагфирулла, астагфирулла. Она еще мне говорит, а вы татары так делаете? Я говорю, нет. Она говорит, а ты что думаешь, у нас подбородок? Дотянули? Это мы так часто удивляемся. Видишь, какие. Что не день, то астагфирулла. Кажется, сам себе забирать, кому что надо. Ой, вот это удобно, да? Кому что надо, тот и берет. Конечно же, возьмем пирожки, мясо возьмем, Сладкое берите. мясо возьмем, и утку. Все, мы себе набрали хуштанель, сейчас я положила целый мешок. Ну что, друзья мои, на этой прекрасной... Ну что, друзья мои, на этой прекрасной минуте мы заканчиваем просмотр этого видео. Это была чудесная, замечательная семья.
Рахмат сизге, рахмат сизге, папа. O'zingizga rahmat. Я очень рада, Еще что познакомилась с вами. приезжайте. Они провожают, у нас, говорит, есть такая традиция, хушаяк называется. На пасашок, короче. Это все свое, настоечка. Bitkansa. Bitkansa. Guten Это что, Abend. кедровые орешки? Прям чувствуется польза с первого глотка. Молодец. Mana, Ты же ханум. bizda barmoqqa kiydiradi. Hozir kiydiram. Кидердим? Вот молодец. Все по традициям. Спасибо. Рада познакомиться. Эльвира, ты выкладывай, я теперь буду смотреть это, как ты кушаешь. Это вам, Кустяна, спасибо большое, что приехали. Меня домой отправляют с куштаной шлер. Спасибо. Ничего себе. Друзья мои, нажимайте лайки, пишите нам хорошие слова. А вот теперь пока-пока. Мы сейчас даем еще да. Божечки, ну божечки мои. Вот за вонючки вы. Так много. Это немного. Вот много. это гусь и сыр. Это куштаная, что Это ли? Кустяна. Еще мне, смотрите, Диляра куштаная что дает. Вы сыр продаете, гуся продаете, собак продаете, кому нужны шпицы, да, вот Да, маленькие? чихуахуа у нас будут. Чихуахуа. Да. Если вдруг кого-то заинтересует это, если кому-то нужно купить утку я сегодня ела, невероятно вкусные, сыры роскошные. Также в описании оставлю ваш номер телефона. Вдруг кто-то захочет купить Да, из конечно. Медногорска, посмотрит. Дорогая, спасибо за такие подарки. Пускай у вас все будет хорошо. Еще наведь врач, вдруг вам что-то помощь нужна будет. Вот она свора. Ну-ка, тихо, Вася. Да, вдруг кому-то нужны будут собачки, кто-то захочет купить. Имейте в виду, что Дилярин номер оставляю в описании к этому видео. Обращайтесь, да, Диляра? Да. Все, дорогая, вы теперь моя подружка. Давайте, спасибо. Коля, пока-пока. Еще, смотрите, куштаная. Пока-пока. Пока-пока.